Как избавиться от страха? Что такое страх? Среди многих чувств и эмоций, которые живут в каждом из нас, есть и чувство страха. Это чувство – неотъемлемая часть нашей жизни. Оно в каждом из нас. Оно сопровождает нас всю жизнь. Страх предупреждает нас об угрозах, изменениях или каких бы то ни было неопределенностях. Наше сознание часто фокусируется на будущем и с тревогой пытается понять, что же произойдет, что же ждет нас впереди. Зачастую, теряя контроль над собой, мы ощущаем страх и чувствуем волнение, беспокойство. Все это требует дополнительных усилий для того, чтобы оставаться в психическом равновесии, в спокойствии. Почему мы боимся? Наш разум, организм и тело – это очень сложные конструкции, которые развивались на протяжении тысячелетий. В зависимости от физического и психического состояния человека страх проявляется по-разному и в разных формах. Каждый из нас испытывает чувство страха по-своему и по разным причинам. Это еще объясняется нашим темпераментом, генетикой, культурой и условиями быта. Существует множество внутренних и внешних факторов, которые определяют то, как мы мыслим, как думаем. Они также и придают смысл тому, что мы воспринимаем. Это можно сравнить с линзами очков, через которые каждый видит мир по-своему. И этот мир в зависимости от ситуации очень даже разный. У кого-то, как говорят, розовые очки, и поэтому мир кажется ярким и интересным. А у кого-то очки со стеклами ночи. Поэтому в этом случае мир без красок и позитива. Да, все мы разные. Кто-то более чувствителен и раздражителен, поэтому более восприимчив к страхам, эмоциям. В этом случае все вокруг зачастую вызывает неопределенность и страх. Но мы люди, и каждый из нас тоже может иногда менять розовые очки на темные. Изменения происходят в нас постоянно. Бывают дни, когда кажется, что ты никому не нужен, весь мир против тебя. Но бывают и другие дни, когда мы находим мир прекрасным и красивым. Нам кажется, что в такие дни мы способны на все самое лучшее. Мы опять надеваем розовые очки. Кстати, и первая, и вторая ситуации вполне для нас реалистичны, так как мы сами создаем свой мир, настроение и восприятие происходящего вокруг. Если мы начинаем беспокоиться о будущем, накручиваем себя и впадаем в бездну негативных мыслей, в этом случае страх окружает нас, берет в свои тиски. Что происходит с нами, когда мы боимся? Когда в нас вселяется страх, в работу включается наша вегетативная нервная система. При чувстве страха организм начинает выработку гормона стресса, кортизола, а также адреналина. В этот момент увеличиваются способности тела к сражению или бегству. Эту реакцию могут вызвать повседневные заботы, которые, по сути, меняют мозговую архитектуру, а также контроль импульсов. Мы чувствуем, как наше сердце начинает биться быстрее, а дыхание ускоряется, потому что наше тело выделяет адреналин, чтобы зарядить нас энергией и подготовить к определенному действию. В этом случае наш примитивный ум берет на себя инициативу защиты. В этом состоянии мы просто замираем от страха и в панике не имеем никакой возможности принимать разумное решение. Эта реакция понятна, когда угроза, с которой мы сталкиваемся, представляет собой острую опасность. Например, дикое животное, стихия. В нашей жизни существуют и другие причины, вызывающие страх,
Например, потеря некоторого социального статуса, положения, страх поражений и неудач. И в этом случае наш разум становится еще более тревожным, впадая в стрессы и депрессию. Снять этот стресс может лишь правильный подход к решению проблемы и понимание ситуации. Страхи и панические атаки. Панические атаки также известны как приступы страха. Тревоги представляют собой короткие периоды сильного беспокойства, которые могут сопровождаться физиологическими симптомами, такими как учащенное сердцебиение, одышка, тошнота или головокружение. Панические атаки случаются довольно часто и, как правило, могут быть вызваны стрессом, внезапными физиологическими изменениями или болезнью. Когда набрасывается паническая атака, у человека может возникнуть очень сильный страх. Он боится потерять контроль над собой, над ситуацией. Кстати, некоторые симптомы можно легко спутать с симптомами панической атаки, поэтому лучше проконсультироваться со специалистом. Это в случае, если атаки возникают все чаще и чаще. Страх или волнение. Всплеск эмоционального возбуждения очень часто можно спутать с симптомами тревоги или страха, так как симптомы их весьма схожи. Учащенное сердцебиение, дыхание, затуманенное сознание. Если вы не сможете определить причину своего волнения, то есть чем вызваны они, являются ли они по своей природе положительными или отрицательными, то вполне возможно, что тревожные чувства и волнения уступят место яркой и мощной энергии психического возбуждения, срыва. Признать и принять свои чувства. Страх – это всего лишь часть нас. Страхи, волнения и тревоги – эти чувства, эмоции, гости, которые время от времени посещают каждого из нас. Не пытайтесь игнорировать или подавлять свои чувства. Если иногда посещает тревога, это тоже нормально. Ничего нет страшного в боязни трудных времен, неопределенности. Иногда нам кажется, что сложный период жизни будет длиться вечно, останется с нами навсегда. В этот период можно испытывать самые разные чувства и волнения, но всегда помните о том, что все проходит, и это тоже пройдет. Думая позитивно, можно научиться не проваливаться в бездну страхов и волнений. Надо только попробовать думать по-другому, и все получится. Кстати, каждое ощущение и чувство, живущие в нас, даже если мы их не всегда понимаем, имеют определенные цели и послания. Сосредоточьтесь на своих внутренних ресурсах. Мы часто беспокоимся о будущем, о ситуации, которая может пойти не так, как надо. Боимся, что у нас не хватит сил или ресурсов, чтобы справиться с теми или иными проблемами. Но это опять страх и сопутствующее волнение одолевают нас. Так было и, вероятно, еще будет много раз в нашей жизни. Хотя, если вспомнить, то сколько раз казалось, что нет выхода из сложившейся ситуации, нет сил бороться, и совсем опускаются руки. А нет, вдруг будто сами небеса вступаются за тебя и решают твои проблемы. Вдруг все проблемы просто как-то улетучиваются, испаряются, как туман над рекой. А происходит это потому, что мы начинаем думать рационально, правильно, находясь в понимании ситуации и спокойствии. В наборе наших психологических инструментов очень много умений и навыков, помогающих нам справиться со сложными ситуациями. Главное в любой ситуации оставаться спокойными, рассудительными, никогда не прислушиваясь к собственному страху.
старайся не слушать голос, который говорит, что ты слаб и уже нет никакого выхода. Кстати, наш разум всегда готов встать на защиту от любых стрессов и страхов. Главное, научись прислушиваться к себе, договариваться с собой. Наш разум хочет, чтобы мы чувствовали себя комфортно и были в безопасности от любой угрозы. Знание и понимание этого облегчит проявление страхов в те моменты, когда мы чувствуем тревогу или переживание. Как можно избавиться от страха и тревог? Как я уже говорил, страх посетил нас с момента появления первых людей на Земле. Страх сложен и имеет прочные корни в истории человечества. Но и тем не менее освободиться от него негативных последствий можно. Надо просто изменить свое отношение к страху. Кстати, умеренный уровень страха считается нормальным и здоровым, потому что страх служит для сохранения бдительности в случае опасности. Но это немного другой страх, основанный на наших инстинктах. Умеренный уровень страха мотивирует нас усерднее работать над достижением наших целей и продолжать совершенствоваться. Начни медитировать. Одной из самых сильных эмоций считается страх. Он вызывает чувство безысходности, паники и даже ощущение физической боли. Иногда на нас обрушиваются тяжелые и навязчивые мысли свинцовыми тучами. Они зависают у нас в голове. Как же справиться с переживаниями и волнениями, депрессией и мыслями, вгоняющими нас в мрачный мир страхов? Есть хорошее и верное средство – начать думать по-другому, заняться медитацией. Это одно из лучших средств, которое поможет тебе вернуться к нормальной и здоровой жизни. Кстати, существует огромное количество научной литературы, в которой исследуются преимущества медитации, особенно когда речь идет о тревоге, страхах и волнениях. Исследования показывают, что те, кто принимают участие в медитациях, в работе над своим подсознанием, практически полностью избавляются от тревог, бессонницы, паники и депрессии. Также исследования указывают на то, что медитации уменьшают боль у пациентов, страдающих хроническими болезнями. Медитация – лучший способ ощутить и услышать, понять свой внутренний мир, чувства и ощущения. Это может быть чрезвычайно полезно, особенно когда мы переживаем трудные времена. Практика медитации дает нам силу и способность сохранять присутствие в этих сложных ситуациях. Как медитировать против страхов? Регулярная медитативная практика сокращает разрыв между вами и вашими эмоциями, особенно когда вы находите некоторые чувства или ситуации особенно невыносимыми. Когда вы познаете себя, обратите пристальное внимание на свои страхи и эмоции. Это поможет противостоять любым ненужным эмоциям и ощущениям. Кстати, иногда страх проходит, как только вы понимаете, что вещи, которые вас пугают, не так опасны, как вы себе их представляли. Чем больше мы практикуем знание и примирение со своими страхами, тем легче становится позволить этим чувствам пройти. Мы знаем, что волноваться и поддаваться страхам и эмоциям – это нормально. Мы просто должны научиться понимать механизм, стоящий за всем этим, и понимать его функции. Научившись понимать себя, мы становимся свободнее и видим себя полноценным и цельным человеком. Не этого ли мы все хотим?
как медитировать, чтобы избавиться от страхов и тревог? Все очень просто. Надо взять и приступить к медитациям. Выберите себе одну из понравившихся медитаций и попробуйте. Учитесь управлять своими чувствами, ощущениями и эмоциями. Познавая себя, свое «я», вы научитесь понимать истоки волнений и тревог. Вы узнаете, почему и откуда появляются эмоции, страх и панические атаки. Вы научитесь наблюдать за собой со стороны, научитесь понимать природу чувств, эмоций и ощущений. Вы научитесь управлять своими мыслями и сознанием. Ваш мир станет насыщеннее и ярче. Медитация поможет стать более свободным и открытым, поможет познать себя и научиться договариваться с собой, получать удовольствие от жизни. Итак, в путь, друзья, познаем себя и избавляемся от ненужных ощущений и эмоций. Всего хорошего. До следующего раза.